В этом видео я расскажу про древний город Элиус-Себаста, который находится в 45 километрах от города Мерсин. Сейчас это район Аяш и входит в провинцию Мерсин, Турция. А также расскажу про водопровод Акведук, который питал этот город водой. Здесь я не буду нагонять жути и конспирологии, как и зачем были построены эти таинственные сооружения. Толпа зрителей хочет домыслы и мистику, ей голые факты смотреть и слушать скучно. А толпа блогеров, которые гонятся за просмотрами, услужливо и потакают. Но здесь такого нет, я снимаю видео для себя и для поиска истины, а не в угоду толпе. Стараюсь пользоваться проверенными авторитетными источниками и собственным разумом. Центр любого античного города, а Элиус-Себаста является в первую очередь античным городом, амфитеатр с банным комплексом. А точнее просто театр, а не амфитеатр. Ведь амфи в переводе с греческого это круг. А тут мы видим классическую греческую сцену полукругом. Происхождение города Элеус древнегреческое. Происходит от греческого слова оливковое масло. Город был основан во II веке до нашей эры. Этот город быстро разбогател на производстве оливкового масла и вин. Надо сказать, что оливковые деревья сейчас повсюду в этом регионе. Недалеко отсюда есть оливковое дерево, которому более 1000 лет. Второе название древнего города – Себаста, древнеримское, и переводится как «величественный». То есть на латыни Себаста – это Август. В первом веке до нашей эры римский император Октавиан Август передал эти земли каппадокийскому царю Архилаю. Благодарный царь назвал этот город в честь своего римского покровителя Себаста. Когда поселения разрослись и слились в один мегаполис, за ним закрепилось двойное название – Элиус-Себаста. Общественное сердце Элиус-Себаста – театр, где-то на 2300 посетителей. Обычно театры и амфитеатры в античных городах строились из расчета вместимости 20% от постоянно проживающих в городе. Поэтому можно предположить, что численность этого города не превышала 10-12 тысяч человек. Сейчас люди перед посещением театра обычно моют себя в собственном душе. А тогда собственный душ могли позволить себе только самые богатые. Поэтому большинство перед посещением театра ходили в общественные бани. Они же термы, они же хамам, которые возводились рядом с театрами. Для древних греков и римлян это был целый ритуал – сходить в общественную баню на полдня, чтобы вечером посетить представление в театре. На просторах интернета можно найти мнение, что это, дескать, никакие не театры, а антенны-приемники или что-то еще, а акведуки – это не для воды, для какой-то таинственной жидкости. И все это говорит о том, что древняя цивилизация была неземная и так далее. Иначе какой смысл вести воду высоко с гор, когда как и так рядом есть речки, с которых можно взять воду. Акведук действительно поражает. Археологи установили, что он тянется 15 километров с гор, забирая воду с горной речки Лемон-Лучай, которая течет в 15 километрах от древнего города. Стоимость строительства одного акведука Ламас, питающего водой жителей провинциального города Элиус-Себаста с 10 тысячами жителей, составила, по разным оценкам, от 2 до 10 тонн чистого золота. И это при условии, что использовался либо рабский труд, либо трудовая повинность для тех, у кого не было возможности оплатить в казну налоги деньгами. Но основная часть строительства этого акведука профинансировал, скорее всего, Рим, думаю, в политических целях. Местные жители должны были видеть, что они не просто покоренная провинция, а что о них заботится центральная власть. Акведук Ламас – сложнейшая инженерная конструкция. Обыватель-турист видит остатки только огромных арочных мостов, в то время как акведук идет через туннели, которые прорублены в отвесных монолитных скалах, в местах, где нужно преодолеть глубокие ущелья. Одно из таких ущелий – Лимонлу. Здесь местные и туристы любят отдыхать, прямо сидя в холодной горной реке, спасаясь от летнего зноя.
Горная река Лиманлу, или еще называется Ламас, пробивает себе путь к морю через Таврские горы, образуя глубокое, отвесное и очень узкое ущелье – каньон Ламас. Любителям всяких теорий о том, что акведуки на самом деле не для воды, а как еще было взять воду из этой горной речки и довести ее с уклоном до города? Да, речка в 15 километров, но как пройти этот каньон? Насосов не было, электричества не было, вода не могла идти вверх на десятки метров, без очень сильного давления снизу. Такое давление никакими сифонами не создашь. Зато у античных ирригаторов очень хорошо работала голова и руки. И делали все очень качественно, с большим запасом прочности, на века, в прямом смысле этого слова и с учетом сейсмоактивности региона. Надо было взять воду в верхние точки горной реки, в горах, и соблюдая точный уклон, буквально в десятки сантиметров на 1 километр, довести ее до города, без всякого там искусственного интеллекта, программ, компьютеров и так далее, произведя сложнейшие математические расчеты вручную. Надо признать, они были во много раз умнее, чем мы сейчас. Ни инопланетяне, ни рептилоиды, ни боги, а обычные смертные люди, без электричества и искусственного интеллекта, с нехитрыми механическими приспособлениями, все точно рассчитали и провели воду по акведуку протяженностью в 15 километров с гор до города в общественные бани, фонтаны и дома горожан. Не буду перегружать информацию здесь их инженерными расчетами. Я гуманитарий, это не моя область. Хотя к гидрологии у меня страсть генетическая. Но поверьте, все в рамках математики, физики, гидрологии, которую на тот момент уже открыли Пифагор, Аристотель, Архимед и другие древнегреческие ученые. Работали они на славу, на века. Идеально подогнанные камни, уклон, геометрия желоба, надземных и подземных туннелей, арочных мостов. Посмотрите на туннель, пробитый внутри скалы. Может, на вид и не похоже на туннель, но там туннель, я лично там пролезал. Рабочие спускались сверху на веревках, врубали в скале горизонтальную нишу, окно, и от нее начинали копать в туннель вглубь и вбок, навстречу соседней бригаде. Эти отверстия или окна хорошо видны на видео. Их называют люминариями, от латинского слова «свет». Во время строительства они обеспечивали приток свежего воздуха и солнечного света, без которых рабочие не смогли бы дышать и видеть, что они вырубают. Через эти же окна наружу прямо в пропасть каньона выбрасывали тонны отработанной горной породы и колотый камень, чтобы не выносить их вручную. Посмотрите на эти арки, какие массивные опоры. Прошло более 2000 лет, прошло много землетрясений, меняются империи, времена, но эти арки стоят. Камни идеально обтесывались и подгонялись друг к другу насухо, без всякого раствора. Леонардо да Винчи говорил: арка – это не что иное, как сила, рожденная двумя слабостями, ибо арка состоит из двух слабых полукругов, каждый из которых стремится упасть. Но, мешая падению друг друга, две слабости превращаются в одну единую силу. Каждый раз, когда я смотрю на эти арки, стремящиеся к развалу, уже более 2000 лет, поражаюсь. Каждый отдельный камень арки под действием силы тяжести отчаянно стремится упасть и обрушиться вниз. Но поскольку все камни зажаты между собой, это коллективное стремление упасть превращается в колоссальное боковое давление. Камни начинают давить друг на друга с такой силой, что намертво запирают конструкцию. Чем сильнее они хотят упасть, тем плотнее они сжимаются, и тем прочнее стоит акведук. Эгоизм каждого камня подчинен общему порядку. Идеи арки для того, чтобы вода дошла с вершин Таврских гор до города Элеуса Сибаста, находящегося в побережье моря. Но вернемся к этому же городу. Его главная площадь – Агора, в переводе с греческого коммерческая площадь. Здесь были фонтаны, общественные здания. Вода с гор через акведук приходила сюда, а также в соседние бани и дворец богатого вельможа того времени, который находится по другую сторону современного шоссе Д-400. Рядом с Агорой арена театра. Туда приходили слушать исполнение музыкантов, спектакли.
гладиаторские бои. Приговоренных преступников выпускали на растерзание голодным львам. Арену закрывали клеткой для безопасности зрителей. Я думаю, тут могли и приговоренных христиан также отдавать на растерзание львам или медведям. Сцена сама небольшая, метров 12. Но для небольших боев 2 человека места достаточно. Здесь видим надписи на греческом, которые гласят, кто профинансировал строительство этого здания, откуда достали этот фрагмент Элисей площади. Кстати, надо сказать, что много артефактов, которые откопали здесь, сейчас хранятся в Мерсинском археологическом музее. К примеру, уникальная коллекция сосудов, много античных статуй. Раскопки производили с 1995 года турецко-итальянские археологи. Ключевым источником по этой локации является работа американского исследователя Денниса Мерфи «The Aqueduct of the Elisha Sebastian Rough» Киликия. Ученые потратили много месяцев и лет кропотливейшей работы, чтобы по крупицам воссоздать историю. А многие так называемые исторические блогеры, с коленки поснимая и покомментируя, нагонят таинственности про рептилоидов и инопланетян. Наверное, так проще, чем знакомиться со специализированными трудами ученых, которые потратили очень много времени и сил на раскопки всего этого. После принятия христианства Агору рядом с театром переделали в христианский храм. Видим апсиду. Это непременная часть византийского храма. Замечательные сохранившиеся фрагменты мозаики. Это уже сделали мастера для христианского храма. Рыба по-гречески ихтиос, первые буквы имени Бога, Иисус Христос. Удивительная мозаика с 3D-эффектом. Когда идешь слева направо, параллелепипеды как будто поднимаются, когда наоборот опускаются. Удивительно придумали, при этом все настолько ровно создано, и за эти 1000 лет ничего не отклеилось. У меня на кухне плитка уже через 5 лет потребовала ремонт. А тут тысячелетия. Это ванна в форме креста. Здесь крестили новоиспеченных христиан. Подойдем также поближе посмотреть руины древнего замка, богатого вельможи Киликии, прямо на берегу Средиземного моря. У этого дворца имеются большие подземные цистерны для аккумулирования запасов, которые наполнялись все тем же акведуком. Археологические работы здесь, по всей видимости, давно приостановлены, а зря. Можно увидеть отверстия в блоках, с помощью которых они скреплялись. Виды из этого дворца были поистине потрясающие, но в древности морское побережье таило много опасностей. В первую очередь это набеги пиратов с моря, либо набеги арабов. Также сама Римская империя переживала порой череду гражданских войн. Знаменитый Марк Антоний здесь сражался с Октавианом Августом, а сейчас у подножья этого дворца автокемпинг, а по самому дворцу надо передвигаться очень осторожно, так как можно не только упасть в подземные цистерны, но и наступить на продукты человеческой жизнедеятельности. Видимо, автомобильные туристы экономят свои биотуалеты от переполнения и используют для этого эти античные руины древнего замка. А мы пойдем дальше. В очень живописном месте, рядом с популярным пляжем Аяш, расположены руины еще одной византийской христианской церкви. Информации о ней очень мало. Построена она в V веке нашей эры, и виды из нее были также очень потрясающие. Но здесь еще откапывать и откапывать. В настоящее время, к сожалению, не видно свежих следов археологических раскопок. 2000 лет назад здесь спорили две великие силы. Римская империя строила города из камня и эгоизма, а Византийская империя пыталась возвести царство духа на руинах их языческих театров. Затем и Османская империя порой перепрофилировала византийские христианские храмы под мечети. Все им казалось, что они стирают след друг друга. Но вода, бегущая с Таврских гор по акведуку, объединила их всех. Каждый человек, оставивший здесь свой след, будь то олигарх
профинансировавший строительство гор и баней, инженер-гидротехник, проектировавший акведук, баб-каменотес, рубивший окна в темноте каньона Ламас, или испуганный мученик на арене театра. Все они стремились к своей собственной правде и поиску истины. Каждый из них, как отдельный камень, падал под тяжестью отведенного ему времени. Но не исчез бесследно. Пусть мы не знаем многих имен, но видим и чувствуем их потраченную энергию. Империи рушились, цивилизации падали, религии сменялись. Но акведук, по которому течет не просто вода, а память, линия арки, как застывшее падение камней, мы можем наблюдать до сих пор, спустя 2000 лет. Каждый камень арки отчаянно стремится рухнуть вниз, но, упираясь друг в друга, мешая взаимному падению, эти слабости рождают непреклонную силу.